recording. Today is February 2nd, 2023. This is Isabella Gorodetsky. Anna Skorupski is the interviewer, remotely via Zoom in Toronto. We are in Ottawa, Canada. Okay, Isabella, you can pass me the paper. And Anna, you can begin whenever you want. Thank you, Adam. Изабелла, дорогая, еще раз здравствуйте. Здрасте. И от всего сердца, от всех от нас благодарю вас за то, что вы решились и захотели поделиться с нами историей вашей жизни, особенно теми драматическими моментами, которые связаны с войной, с Холокостом. И, к сожалению, еще раз эмоционально пройти через эту драму, трагедию. Большое вам за это спасибо. И спасибо, что вы вот сегодня с нами всем этим делитесь. Спасибо вам. Я очень рада людям в любом количестве и как можно больше. Так что я очень рада просто поговорить. И тем более ничего страшного. Вспоминать можно многое. И в общем-то, я думаю, что моя жизнь удалась, поэтому очень страшно мне не будет вспоминать ее. Все. Пожалуйста. Вы хотите, чтобы я рассказывала? Да, С чего бы вы хотели, чтобы я начала? Ну, немножко о своих родителях. Ну, пожалуйста. Во-первых, сначала о себе, когда вы родились, где вы родились, кто ваши родители, откуда они родом, кем они были по жизни, по специальности, ну и так далее. Говорю. Родилась я в 1935 году, 12 января. Было это в городе Почепе. Городом его назвать трудно, но был такой. Там было имение одного графа, который построил вообще-то железную дорогу от Москвы до окраин. Как его звали, если вы не возражаете, я возьму книжку. Можно встать? Да, конечно. Я не знала, что это будет. Where'd you go? Anna? She's looking for a book Okay. that she wants to use for her story. Его звать граф Клейн-Михель. Достаточно известное имя в России было. Так вот, мой прадед был у него управляющим этим имением. А на какой территории это все находилось? Это все находится на территории России, Брянской области, но это очень близко и к Белоруссии, и к Украине, то есть на вот таком кусочке, где вот эти три республики сходятся. Вот. Ну, это очень было распространено, что евреев брали в управляющие. Потому что сам граф, конечно, не занимался этим делом особенно, своим имением. А вот управляющий, он, поскольку он грамотный, в отличие от остальных крестьян, он там был управляющий. И у него было 12 детей. Среди этих 12 детей был мой дед. Вот. Вот там я родилась, поскольку мама поехала рожать к своим родителям. Бывает так. Всего лишь 2 недели я там прожила. После этого там пару раз до войны я была, летом меня туда отправляли. Я помню, как маршировали пионеры с горнами и со знаменами. По Почепу мне очень хотелось маршировать с ними. Вот. Помню, как дед гонялся за мной
вокруг стола, чтобы накормить касторкой, если со мной было что-то не так. Но больше особых воспоминаний нет, давно это было. А Откуда, откуда родом ваши родители? вот это моя мама, которая родом из вот этих вот людей. Мой дед был одним из этих 12 человек, которые 12 человек потом разделились на 3, скажем, части. Одна часть, самая умная, самая смелая и решительная, рванула в Палестину строить государство Израиль. Одна часть была, как сами понимаете, конец 19-го, начало 20 века. Одна часть, тоже не самая глупая, поехала в эти края, в Соединенные Штаты. А вот мой дед и еще там одна дама, его сестра, остались строить коммунизм. Вот. Ну, я их за это не корю его. Так случилось, что вот мне пришлось родиться здесь. Судьба деда не помиловала. Во время Отечественной войны Брянск и Брянская область оказались в оккупации очень быстро. И погиб дед, погибла бабушка, и погиб мамин брат, которому было на то время 16 лет. Вот. А дед был, действительно хотел и строил коммунизм. Он еще до того, как была колхозная эпопея, до этого они создали еврейскую коммуну. А поскольку было разрешено евреям иметь землю, и он был председателем этой коммуны. Вот. Но коммуна даже, она, конечно, распалась, когда началось строительство колхозов, ее распустили. Но она бы и так распалась, потому что вся еврейская молодежь кинулась учиться. Они, правда, летом приезжали помогать родителям в поле что-то делать. Но это было явно не их мечта. Они все поехали учиться. Поехала учиться и мама. В Луганский кооперативный институт. Там она встретила моего папу, который поехал оттуда, туда из Днепропетровска, он там родился. Папа был на пару лет старше, он уже успел даже побывать пару лет до революции в гимназии. Дед был парикмахером, он много трудился, чтобы его дети, папа и тетка, в гимназии были. Вот. Ну, в общем, они встретились, поженились и родили меня. Работу они нашли, когда кончили институт в Харькове. В Харькове они и жили. До войны и после войны. Ну, что сказать о жизни до войны? Коммунальная квартира на Сумской улице, это главная улица Харькова. Прекрасная жизнь. Вот, родители прекрасные, они меня любили. Там в выходные папа приносил с работы. Тогда я до сих пор помню шоколадную бомбу. Вот. Ну, в общем, очень много было. В эти годы я понятия не имела, естественно. Ребенком была об этом самом терроре. Жизнь была очень веселая, внешняя, более чем веселая.
Я помню эти парады с конной армией. Они все шли по нашей улице. С балкона мы встречали эти парады. Под музыку кони танцевали. В общем, было весело, интересно. И пионеры ходили, опять же, с этими горнами. И детский сад был нормально. Все было хорошо. Ну вот началась война. Начались бомбежки этого Харькова нашего. На второй день войны пришла повестка папе на фронт. У него было какое-то военное образование, там их учили чему-то, связанное с авиацией. И его взяли в авиацию сразу. И их 8-я воздушная армия была в Чугуеве, формировалась в Чугуеве, вот туда его и взяли. Вот. И это сыграло роль в том, что мы смогли эвакуироваться. Папа работал в институте советской торговли. И этот институт эвакуировали. И вот он договорился, чтобы в этот институт взяли в эвакуацию и маму со мной. И мы с ними. В основном это были женщины и дети, но были еще пожилые мужчины. Погрузились в товарный вагон. Я помню это. Перед этой погрузкой я еще помню эти бомбежки. Мы спускались, у нас не было бомбоубежища, мы спускались просто на нижний этаж с нашего 4-го. Вот. И поехали мы на Урал. Папа еще одну вещь, он был прекрасный организатор, папа. Родись он не в Советском Союзе, а где-нибудь в Америке, я часто думаю, что он бы не профессором в институте был, потому что мама его, она умная женщина была, не пускала в советскую торговлю в качестве организатора, потому что она знала, чем пахнет советская торговля. А он писал вот свои учебники, преподавал, он хороший лектор был. Защитил одну и другую диссертацию, стал профессором, в общем, сделал карьеру. Но он был, конечно, великим организатором по натуре. Но это в тех условиях не могло состояться. Слава Богу. Вот. Так вот, поскольку он был хорошим организатором, он сказал, чтобы мы не оставались в городе Орске, куда приехал наш товарный вагон, а чтобы мы поехали под Магнитогорск, где жили его родители из Днепропетровска. Родители и сестра с детьми. Вот там мы провели, мы туда и поехали. Там Агаповка, село или рабочий поселок, что-то в этом духе, под Магнитогорском. Вот там дед работал парикмахером, мама работала в сельсовете, ездила по всяким колхозам близлежащим. Бабушка и дедушка воспитывали. Дедушка работал парикмахером. Бабушка, тетя Оля тоже работала. Вот. У нас было 3 детей, 2 года, 12 лет, и мне 7 или 6, было еще 6. 6. Да. В общем, там я козы боялась очень. Боялась гулять, там коза была. Подалась сильно. Папа мне дала кочергу, сказала, иди, ничего не бойся. Я с кочергой ходила гулять. Ну, потом пошла в детский сад, все нормально. В школу меня вовремя не отдали. Ни в 7, ни в 8 лет, поскольку школа была бог знает где. Погода соответствующая зимой на Урале. Надо было пройти еще через железную дорогу, через пути. В общем, мама сказала, что побуду я еще неграмотной. Я и побыла. Вот. А тут случилось так, что,
Что я помню? Я помню за Сталинградское сражение. Что письма от папы не приходили, он именно там и был. Письма не приходили, а бабушка, когда мне давала еду, смотрела на меня и плакала, ничего мне не объясняя. Потом, когда месяца через 2 или 3, не помню, пришло письмо, мне объяснили, что папа остался жив. Ну, в общем, папа отступал с этой армией от Харькова, сами понимаете, до Сталинграда. И этот приказ, когда ни шагу назад был издан, и все коммунисты, а он был коммунистом, как и мама, коммунисты ночью дежурили, чтобы солдаты не разбегались. И обязаны были стрелять. Вот это он вообще мало чего вспоминал, как все настоящие фронтовики, но это он с ужасом вспоминал. Короче говоря, кончилось Сталинградское сражение, а папа начал сильно болеть. Они уже пошли назад, на запад, болеть малярией. У него были приступы малярии. Ну и командование этого полка, он был начальником штаба батальона авиационного обслуживания. Значит, до Сталинграда он был штурманом в самолете. А вот там вот его поставили, потому что там они без конца перемещали с одного берега Волги на другой. Когда я работала в техникуме, однажды нам велели на 23 февраля, День Советской Армии, пригласить ветерана, чтобы он моим мальчишкам, у меня металлургический техникум, одни мальчики были, почти без девочек. Нам сказали пригласить ветерана, чтобы он рассказал о войне. И я подумала и пригласила папу. Я не думала, что он согласится, он не любил говорить о войне. Он согласился. Он пришел, и вот он рассказывал, как они перемещали аэродром с какого берега? С правого берега на левый, потому что аэродром не должен быть в гуще событий. Вот. И в это время снаряды артиллерии немецкой попали на склад горючего, который находился на горе над Волгой. И вот этот горящий бензин весь полился в Волгу. Вот это у них песня была: «Ты помнишь, товарищ, как Волга горела». Вот через эту горящую Волгу папа переправлял все хозяйство этого полка на другой берег. Вот это он рассказал ребятам, и я слушала, сидела моим. Вот. Так вот, его отправили лечить эту самую малярию, и чтобы он заодно получил высшее военное образование. В городе Оренбурге был летный клуб, который потом стал летным, ну, в общем, летный клуб. А вот во время войны он стал не больше, не меньше, как военно-воздушной летной академией. Этот летный клуб наш первый космонавт кончал. Да. Чкалов — это Оренбург. Вот папа, значит, приехал кончать, значит, тогда академию заканчивали за полгода. Его отправили на 4 месяца, он кончил за 4 месяца. Но поскольку он очутился в Оренбурге, мы тоже снялись из этой Агаповки и поехали в Оренбург. И пожили там. Там я пошла в 1 класс, там уже было поближе школа. Там я пошла в 1 класс, там я была, ну, как все, беспризорная девчонка. Жили мы в татарском районе, вот я с татарками дружила, бегала. Там
такое детство было, довольно свободных нравов. Вот, ну, папа вскоре уехал, они начали благополучно продвигаться на запад. Но он писал такие письма, очень удивленные, как живут немцы. Ему было это очень удивительно, как и всем советским людям, попавшим в эти замки, в это все. И дошли они до Кёнигсберга. Вот там у них, конечно, там они и войну кончили, но они там были долго. Кёнигсберг — это крепость немецкая такая, Калининград наш нынешний, что ее взять было, в общем, там именно вот эта 8-я воздушная армия нужна была, как жить на свете. Вот с помощью ее каким-то образом этот Кёнигсберг все же взяли. Вот. Как только освободили Харьков, мы начали собираться в дорогу. И в июне 1944 года мы вернулись с мамой в Харьков. То, что вы видите сейчас, когда показывают по телевизору, что творится с Харьковом сейчас, я видела это наяву. Это было, немножко не так, тогда не было ракет. Тогда в основном это все лилось с неба, бомбежки эти. Кроме того, Харькову еще повезло в том смысле, что его дважды брали и дважды отдавали назад. И уже перед последним уходом немцы взорвали все, что могли. Заминировали и взорвали. И вот в этот город мы с мамой приехали. Я очень хорошо помню. Мы на вокзале наняли тачку, на тачку погрузили свои там вещички и пешочком пошли от вокзала до почти парка Горького, где был наш дом поблизости, на улице Сумской. Это километров 5-6. Вот мы шли через весь город. И это забыть нельзя. Мне было уже 9 лет. Я хорошо помню это путешествие. И я помню второй раз маму плачущей. Первый раз, когда она получила в Чкалове письмо из Почепа о том, что ее родители убиты. У меня есть это письмо, оно сохранилось. Сохранила его мама, храню его и я. Родители и брат, дорогая товарищ Левитина, и так далее, и так далее. Вот. Так вот, второй раз мама плакала на моих глазах. Она была твердокаменная коммунистка. Очень сдержанный и такой человек. Суровый довольно. Вот. Всю дорогу у нее текли слезы из глаз. А я шла, и вокруг меня стояли стены. Серые стены. Харьков очень красивый город. Там это купеческий город, богатых купцов. Там, кстати, было очень много евреев жило, богатых евреев. Там вот Харьков почему-то его не коснулась черта оседлости. Там разрешалось жить, и жили. И отстраивали его не последние архитекторы, и прекрасные улицы, очень красивые. Многое потом восстановили, правда, в прежнем виде. Так вот, вокруг были стены. Стены, июнь месяц, стены, пустые окна с разбитыми стеклами, без стекол. И сквозь эти пустые окна небо июньское. И вот это всю дорогу. Всю дорогу.
Не было ничего. Знаменитейшие «Газпром» и Дом проектов – это самые первые, построенные в стиле конструктивизма. Тогда это было очень модно. В 1934-1935 году. В 1934 Киев был еще не ваш, извините, Харьков был еще столицей, не Киев. И отстраивали его изумительные эти, они и по сей день очень красивые. «Газпром» и Дом проектов. Все это было без крыш. И без... Вот, дошли мы до нашего дома, который, нам повезло, остался цел. Правда, наши 2 комнаты в коммуналке. В одной изъяла дыра в стене, видно, артиллерийским снарядом. Но мы поселились во второй. В Харькове не было воды, не было отопления, не было канализации и не было электричества. И представьте, мы жили. Поэтому сейчас, когда все эти вещи рассказывают, я помню и понимаю, что люди приспосабливаются ко всему. И я помню, как приспосабливались мы. Квартира наша находилась на 4-м этаже. Дом был дореволюционный, то есть там потолки были не 2,5 метра, а 4,5. Так что это было высоко, ну и, понятно, без лифта, без электричества. Мама носила уголь, дрова, воду и выносила ведро вместо канализации. А я, когда ходила в школу, ходила пешком с другими девчонками. Когда школы не было, бегала по базару с теми же девчонками. Мама работала до позднего вечера. Когда была зима, бегать по базару было некогда. Приходила из школы и топила буржуйку. В 9 лет я уже топила эту буржуйку. И думаю, что сейчас там люди топят буржуйки вовсю. Вот. Ну, бегали по базару, иногда подворовывали. Иногда покупали махорку. Махорку мы шили кисеты и посылали бойцам на фронт махорку. И сами покуривали. Это в 9 лет. Да. Такое. Но нам было хорошо, понимаете. Дети, они приспосабливаются легче. Они другой жизни не знают. Нам было нормально. Ну, кроме того, у меня была очень разумная и такая в меру строгая мать. Поэтому особо не разгуляешься. И потом у нас старики, которые остались в живых, еврейские старики, в нашем доме устроили такую подпольную синагогу. Я помню еще в квартире номер 15 в другом подъезде. И дети, вот такие же, как я, бегали за ними и дразнили их. И я в этой же компании. Мама меня поймала на этом деле. И в доступной для меня форме много чего сказала. После этого у меня уже это дело пропало. Потом я бегала в церковь вместе со своими подружками. Церковь сохранилась на кладбище. Кладбище было близко. Бегала в церковь тоже. Мама узнала, ну, рассказала мне, где был твой Бог, когда расстреливали твоих бабушку и дедушку. В общем, тоже мне внушала что-то. Я не слишком подробно рассказываю. Не-не-не, великолепно. Спасибо. I'm sorry, I speak Russian. Okay. Вы не должны... You don't have to be sorry. You're speaking your language. Okay.
Ну что, сказать, что было в школе. Хорошая школа была. Эти учителя, ну, полунищие. Эти одежды наши, у меня есть фотографии нашего класса. Эти классы, в которых половина девочек, переживших оккупацию и не учившихся. Половина девочек было 12, там, 13 лет. И мы, которым 9 лет. Но нас учили. Нас и учили хорошо. Должна вам сказать. У меня в этих краях 4 внуков учились. Сейчас уже правнуки. И правнучка уже в университете. То есть я вижу, я могу сравнивать. Нас учили лучше. Это правда. Вот. Общались люди как-то больше друг с другом. Здесь люди очень, ну, обособленные. Может быть, потому что это северная страна. Такой стиль жизни здесь. Я помню, когда случилась победа, все люди, знакомые и незнакомые друг с другом из нашего дома, во двор вынесли столы, все, что у кого было, все сели за этот стол. Было дело, было. Ну, теперь я вам рассказывала, когда мы с вами беседовали о Дне Победы. Ну, еще раз расскажите. Ну, Теперь для всех уже. Пожалуйста. рассказываю. То ли мы были так бедны, то ли мама не озаботилась, у нас не было репродуктора дома. А жили мы, как я уже сообщила, в коммуналке. Когда-то эта коммуналка, очевидно, была квартирой какого-нибудь, ну, не знаю, человека, учителя, предположим, гимназии или что. Потому что все эти комнаты соединялись дверью, такая анфилада, с дверями между комнатами. И вот такая дверь была у нас к соседям. Она, естественно, дверь была забита. Возле двери с нашей стороны стоял стол. А у соседей было радио. И вот ночью вдруг я просыпаюсь среди ночи и смотрю, что мама в ночной рубашке, босая, стоит на столе и приставила ухо к двери. И говорит: «Элла, победа!» Вот, мы с ней пошли на балкон и видим, как по Сумской улице народ бежит на площадь Дзержинского. Туда, без всякой команды. В доме напротив жили летчики, они отдыхали и ждали отправки снова на фронт. И отдыхали после госпиталя. И вот эти летчики в темноте, это 3 часа ночи, в темноте, в белых кальсонах и в белых рубашках высыпали все на улицу из этого большущего дома и начали стрелять из пистолета в воздух. Я начала реветь громко и нахально. Требовала, чтобы мы тоже побежали на площадь Дзержинского с мамой. Мама, конечно, сказала: «Утром пойдем». Ну, дала мне, наверное, по заднице, я уже не помню точно. Я успокоилась. Утром мы пошли. На площадь собрался, я не знаю, пол Харькова, наверное. Харьков большой город. Вот. Это была победа. Так, победа не принесла нам папу. Его не захотели демобилизовывать, он был хороший работник. Он уже стал начальником штаба летного полка, вот, майором. Ну и деться некуда. Он просил институт, чтобы его там вызывали, его пытались вызвать, ничего не помогало. Ну что нам оставалось делать? Мама уволилась с работы.
Вот, и мы поехали. Папина 8-я воздушная армия стояла в городе Барановичи. Это западная Белоруссия, которая отошла к нам от Польши. Вот, там жили поляки, которых депортировали в Польшу из Барановича. Они злые были очень. Мне наняли учительницу музыки, потому что папа из Германии привез пианино. Вот это она была полька, это учительница музыки, злая, она меня била по рукам. Если я чего-то не понимала, а я не понимала, она говорила по-польски. Ну ничего, это я тоже пережила. Ее можно понять, ее выселяли из ее родных Баранович. Вот. Там я ходила в школу. Единственный вот год, который я ходила в школу смешанную. Все остальное это была женская школа. По распоряжению товарища Сталина. Ну, вы же знаете, что были школы раздельные. Вот. В Харькове я была уже пионеркой, понятное дело. Председателем совета отряда. Вот. Ну, в общем, наконец, папин институт изловчился и послал им какие-то справки о том, что он очень болен, и его надо отпустить. Его отпустили из армии, и мы вернулись в Харьков. Ну, много фотографий. Папа в шинели, в этой шапке своей. Кто-то у него как-то эту шинель украл. Не шинель украл, вру. Он с этой своей командирской сумкой кожаной, ну как это называлось, не планшет, а сумка такая. И в ней были все конспекты, которые он восстанавливал после войны. Ну, преподаватель был. Он восстановил эти конспекты, вот с этой сумкой украли. Он уже ничего, что там сумку, а вот конспекты украли, это было, конечно, трагедия. Но восстановил. Ну, в общем, он работал день и ночь. Семью надо было как-то. Ну, мама работала, он. Но я по-прежнему там с детворой. Ну, уже более сознательная, уже пионерка, как пионерка уже там. Никаких этих базаров, уже пионерская жизнь пошла. Лагеря, председатель совета отряда, мечта о комсомоле, сбывшаяся в 14 лет, это я в 6 классе. Я же была переросток тоже. Вот в 6 классе мне исполнилось 14 лет, и я поступила в комсомол. Что такое счастье такое. Вот, сразу стала комсоргом. Все было хорошо, училась я отлично. Что рассказать еще? А вы вот за это послевоенное время, детство, вы сталкивались с таким, ну, скажем, для ребенка бытовым антисемитизмом? Отвечаю, нет. Нет. Знала, что такое существует. Но Харьков был, особенно тот район, в котором я жила, Нагорный Харьков. Это был город машиностроения. Тяжелого машиностроения, военного машиностроения, легкого машиностроения, какого хотите. И это был город еврейской технической интеллигенции. В нашем классе, если было треть русских девочек, то это много. То же самое было в классе моего мужа. Так что там... вот. Зато на следующем уровне, когда брали вуз, уже очень внимательно брали. Но у меня была золотая медаль, и в голове полная бред, куда поступать. Глупость. Ну, в общем, я считаю, что мозги, по-моему, в моем кумполе
появились где-то годам в 25, может быть, и то вряд ли. Вот, потому что мой дядя, брат моей двоюродной мамы, двоюродной сестры моей мамы, он часто приезжал к нам из Луганска. Он был директором научно-исследовательского института обогащения, угольного обогащения, это для металлургической промышленности. Он так любил свою науку и свое это обогащение, он так рассказывал, что я со своей золотой медалью и со своей подружкой, у которой была серебряная медаль, мы решили поступать в горный институт. Вот нас заразил этот рассказ. Мы тоже будем горняками. Кроме того, у горняков была форма, вы ее уже не застали, а форма была отличная, красивая. Почему-то ни у кого не было формы. Вот в горном институте была форма черная, с золотыми погонами, с золотыми пуговицами. И у меня был, как тут говорят, бойфренд из вот этого самого, с 3-го курса этого горного института. Ну, к тому же Миша Раскин, он еще очень здорово играл на пианино и все. И, ну, в общем, предмет зависти всех окружающих моих подруг. И это я ж тоже могу в этой форме ходить. И мы с ней направились в горный институт со своими медалями. Изабеллочка, скажите, пожалуйста, Да. а вот в вашей семье, я имею в виду родители и ближайшие родственники, они часто Не было говорили никаких и родственников в говорили Харькове. вообще о Я была, военном мама и папа. Все. Что? Я Говорили говорю, ли об ваш... антисемитизме? Ну, конечно. Не-не-не, о военном времени. Э, Хотели вспоминать об этом Нет. периоде их жизни? Делились с вами Извините. своими рассказами Извините о меня. фронте? Я пойду выпью лекарство, иначе я могу кашлять долго и нудно. Хорошо. Adam, could you please stop for a second because Isabella has to take her medications. Thank you. Сказали бы, я... Да. Конечно, об антисемитизме говорили мои родители и говорили их друзья, когда собирались, а у нас часто они собирались. Ну, они были, конечно, понимали, что происходит что-то не то, но мама была, не было особо много говорить об этом. Она понимала, что за это самое. Уже потом она мне рассказала, когда они были еще молодые, они не попали в этот самый жуткий террор 1937 года. Но она рассказывала, как ее вызывали в качестве свидетеля, как она видела на столе у следователя буквально сотни очков. Страшно. Разговоры о военном времени, о том, через что пришлось им пройти, или... Нет, они были все молодые. Не хотели? Нет, они были вот, и все друзья же, все их друзья тоже на фронте были. Все вот приехали. Они, когда собирались, они и пели, и рассказывали анекдоты, и все, и смеялись, и шутили. И как они сдавали экзамен, это институт марксизма-ленинизма, университет марксизма-ленинизма. Все должны были, наверное, ваши родители тоже, должны были как-то сдавать там экзамены, а я их учила, как писать шпаргалки. Изабеллочка, скажите, а вот у вас было или есть такое желание делиться со своими детьми, ну, вот, сыном, с внуками, с правнуками, вот, истории
тем периодом истории вашей жизни, которые относятся к войне. Вот, Конечно, есть. То, что и я вы знала, это я им делали, рассказывала, конечно. 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 и вас слушают. Слушали, да. Они оба, дети мои, оба Мгм. обожали деда. Вот. Ну и он не делился. Ну, я им о нем рассказывала. Кстати, очень интересную вещь одну. Я вам могу сейчас, я вот вспомнила о нем. Да, конечно. Когда случилось на Чернобыльской ГЭС, то, что случилось, мы в это время были в Средней Азии. Мы с мужем путешествовали. Когда чуть-чуть подросли наши дети, мы всегда путешествовали. Ни одного отпуска мы не сидели на пляжу, там, в Крыму, на Кавказе. Мы путешествовали. И мы были в Средней Азии. Там ничего не знали о том, что случилось. Но мы на обратном пути заехали в Волгоград, который сейчас переименовывают в Сталинград. Слышали об этом? Ну да. Да. Мы туда заехали, там жил двоюродный брат моего мужа, его же возраста, они в одном классе учились. Эдик Городецкий и Толя Городецкий. Мы к нему заехали в гости. И он жил на улице 8-й воздушной армии, имени 8-й воздушной армии. И школа на этой улице сделала у себя музей этой самой 8-й воздушной армии. И там были альбомы, в которых были, ну, командный состав этой 8-й. И там была фотография моего папы. Представляете, какое это было счастье увидеть там. Это было уже много-много лет. Папа умер, ему было 71 год. Давным-давно. Вот. Вот такие дела. Скажите, пожалуйста, а что вас сподвигло уехать? Лично меня, да? Я не буду Ну, говорить, что дети вас или поехали, а Америку? я за ними. Нет, Дети? это я поехала, а они за мной. Я вам скажу. Случилось так, что у дочки не сложилась жизнь с первым мужем. После того, как она развелась со вторым мужем, она решила со своей маленькой дочкой уехать в Израиль. Дочка старшая моего сына на 8 лет. Вот. Это меня, конечно, не радовало, потому что мы не знали еще как. Сын в это время учился в Московском горном институте. Он попал в армию. Если помните, было время, когда из институтов брали в армию. Он отслужил в советской армии положенные 2 года. Я его сейчас спрашиваю: Женя, ты, наверное, вспоминаешь с ужасом эту службу. Но он пел хорошо, поэтому ему не очень доставалось там. На что он ответил: нет, мама, с омерзением. Вот, так вот, а у него была девушка еще, когда школу кончили. Он с ней начал дружить, ну, его же возраста, из Донецка. Мы жили в Донецке. Харьковский институт советской торговли, папин, перевели в Донецк. Тогда Хрущев это сделал. И мы, поскольку у мужа родители оставались не одни, у него была сестра, а я была одна, и мы решили поехать в Донецк тоже. Мы в Донецке жили довольно долго и неплохо.
уже была не коммунальная квартира. Вот, и мы даже одно время жили вместе с родителями в пятикомнатной квартире огромной, 8 человек, 4 поколения. И жили хорошо. Вот. Но Лена моя вышла замуж в 3-й раз за украинского парня, очень хорошего человека. И как-то, ну, в общем, Израиль не очень с украинским парнем. Не так. Не то, чтобы он не хотел. Нет, он был готов. Я понимала, что это не самый лучший вариант для него. А вот этой девочки, с которой дружил мой сын, половина родственников уже перекочевала в город Эдмонтон, в Канаду. И вот они очень хотели своего брата, который папа этой самой Регины. Вот. А папа ждал, что решит дочка. А дочка сказала, что я туда, куда Женя. Больше никуда. Они поженились, когда он там на побывку приехал из этой армии. Ну и ваш сын Она к нему решил в армию Канаду, ездила, да? все. Ну, Женя как раз единственный, который никуда не хотел уезжать. Он учился в горном институте. И он был в клубе самодеятельной песни со всеми этими товарищами из самодеятельной песни. И он там варился в этом котле и был счастлив. И ему вот эти вот самые... Да, он не хотел ни в какую эмиграцию. Но мы уже взмолились, что, значит, смотри, вот у тебя твоя жена хочет в Канаду, а Ленка в Израиль хочет. Давай как-то семью давай сохранять. Но мы уже его с мужем уломали, он наконец согласился. И вот он поехал в Канаду с той семейкой в Эдмонтон. Ну и зарабатывал, чтобы спонсировать нас, 6 человек. Мама, я и муж. Ну, потом уже вы за ним, да? А? Вы за ним уже поехали, да? Мы через год, да, он показал подходящий этот самый доход, и мы поехали. Ну, молодцы. Вот, я знаю. Не знаю, конечно, наше место в Израиле. Не знаю, как у вас, а у меня твердое убеждение, что я должна была ехать в Израиль. Но поскольку вот так все детишки определились, то тут уже действительно. А что куда-то надо было ехать. И это Понятно. я решила для себя. Изабеллочка, Это вы скажите, меня у вас извините. есть какие-то фотографии или книги, или какие-то документы, которые бы вы хотели показать, чтобы они вошли в это видео? Нет, до этого я хочу сказать, почему я считала, что нужно эмигрировать. Это не просто, что все едут и надо ехать. Безусловно, каждый делает свой выбор. Дело в том, что я по образованию экономист. И вот как экономист я начала соображать, почему, что. А я вот, до того, как я родила Женю, где-то за пару лет, я начала писать диссертацию. Я работала в Институте экономики Украинского отделения наук, Донецкого отделения Украинской академии наук. Опять же, Хрущев такое там образование совершил, и я в этом отделении работала. Я начала писать диссертацию на тему о том, что потому у нас все не получается, что очень трудно планировать огромную экономику этой огромной страны. А вот теперь, а у нас уже был вычислительный центр, когда появилась вычислительная техника, вот тогда мы... Вот. Я
сокращаю свой рассказ, потому что вы не выдержите уже. Вот. И я поняла, что дело не в вычислительной технике, а дело в том, что теория Маркса потерпела абсолютный крах. Но это длинный разговор. Я не буду. И я это поняла, работая здесь. Почему и как и что. Вот. А показать фотографии вам хочется, я покажу все, что угодно. Это то, что вам хочется. Если вы действительно хотите что-то показать и что-то Хочу запечатлеть, показать, почему бы нет. пожалуйста. Можно? Нет, давайте. Много не буду, а немножко покажу. Where does she go? Adam, could you stop? She's taking, she wants to show some pictures. Okay. Так. Can you move over just a little bit? I need you to move a little further over. I'm I sorry. understand. Oh, watch your hand. You're okay. No, it's my father. Mhm. Show it to Adam, me. can you... I can see it. I can see. I see it. Ага, Okay? Okay. здорово. My mother. She emigrated with us to Edmonton. She was 80 years old, and she died in car accident. She was 87 years old, and she traveled with us to every place when we travel with my husband on holidays. And it was Israel, it was California, it was, what more? Hawaii. Yes, she was with us. And we were on the travel again from Edmonton to Calgary, to там one museum, very famous. And it was car accident, she was killed in this car accident. Sorry about that. Me too, almost killed, but still alive. Yes. Where is my daughter? No. Okay. This is my son. He is veterinarian. Вы можете говорить по-русски. Мой сын ветеринар. Когда он приехал, уже имея за плечами 5 лет, или там 4 с лишним года московского
этого самого института горного, он сказал: а я не хочу быть инженером, я хочу быть ветеринаром. И имея уже семью с 2 мальчишками, он пошел учиться. В Саскатун поехал учиться. Работала Молодец. Регина, его жена, она тоже имела, была врачом в Донецкий медицинский институт. Но тут она стала медсестрой, она работала, а он кончил этот ветеринарный факультет. Простите, а у вас есть фотографии ваших бабушек или дедушек? Вот вы говорили, что последние. Да. Сейчас я вам покажу. Ну вот я уже покажу вам до кучи. Это моя внучка. Это внучка, чудесная девочка. Это младший внук. Угу. Это старший внук. Актер. Живет сейчас в Китченере. Окончил Бруклинский колледж артистический. А вот это вся моя женская часть моей семейки. Я посередине с правнучкой. Вот. Ну, а вот вам у меня есть, конечно, большие. Вот это младшая внучка. Она была чемпионкой Онтарио по художественной гимнастике. В ее возрастном этом вот. Сейчас я вам покажу. Книга, о которой я вам говорила, помните? Да. Да. Вот мои погибшие дедушка, бабушка и дядя. Вот они. Спасибо. Угу. Спасибо этой женщине, которая... Вот это. Моя кузина со мной. Угу. Она, разыскивая всех родственников, вот этих вот 12 человек, которые рассыпались по свету, она нашла всех, и вот самых последних. Она поехала в эту самую Брянскую область, нашла этот почерк, наняла машину и переводчика, набрала кучу документов, а потом нашла меня через Яд Вашем, ну, длинная история. Потрясающе. Нашла меня, приехала со всеми этими документами, я все это переводила ей на английский язык. Вот, и все эти документы вошли Великолепно. в книгу. Вот так. Вы знаете, Изабелла, я не просто так задавала вам вопрос о том, делитесь ли вы со своими детьми и их детьми историей вашей жизни и тем, что касается особенно военных лет. Я напоследок хотела бы вам, напоследок я имею в виду в конце данного интервью, я надеюсь, что у нас еще будет с вами много разговоров помимо интервью и бесед. Было очень приятно. Но что бы вы хотели пожелать подрастающим
и будущим поколениям, как человек, который прошел войну со всеми ее тяготами, драмой и трагедией. Отвечаю. Наблюдая, как здесь учат детей, я прихожу к выводу, что им очень не хватает хорошего образования. В данном случае я хочу сказать об истории. Дети, которые здесь учатся, ничего не знают об истории вообще. Слово «история» для них значит только история Канады. И больше ничего. Как могут эти люди, прошедшие такое образование, ориентироваться в общественной жизни? Я желаю своим детям, чтобы не было войны. Война возникает там, где неправильно устроена жизнь, где существуют такие государства, как Россия, как там Северная Корея и тому подобное. Для того, чтобы государство было устроено правильно, нужно, чтобы грамотные люди голосовали за те партии, которые могут это государство вести так, как надо. Этого нет. Если люди малограмотные, а это вот смотрите, сейчас вот айтишники бушуют в Израиле. Они думают, если они айтишники, то они знают. А на самом деле они не знают. И именно поэтому они там и воюют. Именно поэтому американские дети, да и наши дети, стараются голосовать за либералов. Потому что это легче немножко жить, а что будет потом, они не знают. Просто потому, что они не учатся. Вот я очень хотела бы, чтобы пересмотрели вопросы образования. Общественные науки обязательно должны быть. Людей надо учить. Чтобы не только юристы понимали, что зачем следует, а чтобы люди понимали, за кого им идти голосовать. Понятно. Спасибо вам огромное. Слушайте, от всего сердца спасибо. Спасибо и вам. За то, что вы дали такое чудесное интервью, за то, что вы действительно были совершенно искренни и в своем желании донести историю, хотя бы ее малую толику до нас, вы совершили то, что, в общем, немногим удается на самом деле. Спасибо вам огромное за такой вот правдивый и довольно драматичный рассказ. Спасибо за то, что вы поделились своими сокровенными мыслями, за ваши пожелания. И еще раз спасибо за то, что вы вот сегодня с нами есть, и чтобы вы еще были на долгие годы. Только здоровые годы. И вам большое спасибо. Можно я вот не кончила там один эпизод из моего, можно мне поправку внести? Да, конечно. Не возражаете? Я вам рассказывала, что я чуть не поступила в Горный институт на обогащение. Угу. Да. Так вот, мир не без добрых людей. Очень долго не хотели давать медали, поэтому уже кончилось это вот набор в институт, а я со своей этой подружкой, со своими медалями пришли среди лета, уже все были вот в отпусках, в этот горный институт. И вот женщина, которой я понятия не имела, там приемная комиссия: девочки, куда вы? Вы хоть понимаете, куда вы идете, на что, на какую специальность? А мы
у нас медали, не твое дело. И она не поленилась. Она нашла какого-то дядьку, который оказался секретарь парторганизации Горного института, который еще в отпуск не ушел. Он пришел и рассказал нам в лицах, куда мы идем, что такое это производство. И мы перешли через дорогу и поступили в инженерно-экономический институт. И вот я поэтому экономист, и слава тебе, Господи, не горняк. Вот. Извините, пожалуйста, за это отступление. It's okay. Adam, we are done. We're done? Yeah. Okay, thank you. До свидания. Спасибо вам огромное. Извините, пожалуйста.